Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать пьесу Максима Горького «На дне», смотрите это видео и будете знать о жизни маргиналов в самом начале 20 века столько же, сколько и человек, который прочитал эту пьесу. Написал ее Горький 100 лет назад. Итак, начало весны. События происходят в подвале, в котором организовано жилье для маргиналов, бедняков, воров и других похожих элементов. Типа хостела, общаги. Первая страница пьесы — это сплошной треп ни о чем жителей подвала. Кому на базар идти, кому пол подметать, кто-то о своей прошлой жизни рассказывал. Заходит в подвал Костылев, это хозяин хостела, жену свою Василису искал. Костылеву 54, жене 26. Увидел Андрея Клеща, слесаря 40 лет, и сказал ему, что нужно будет повысить для него ежемесячную оплату с 2 рублей до 2,50. Разбудил Ваську Пепла, вора, 28 лет. Тот спросил, принес ли ему Костылев 7 рублей. Вчера он продал ему краденые часы за 10, 3 сразу взял, а 7 сегодня Костылев обещал занести. Не было денег у него с собой. Ушел дальше искать Василису. Наталья, девушка 20 лет, сестра жены Костылева, привела нового постояльца, старика Луку. Ваське Пеплу Наталья нравилась, хотел быть с ней. Среди жителей подвала был даже бывший барин. Говорил, что бароном был, разорился. Васька Пепел его постоянно троллил. Приятно было потешаться над барином, пусть даже бывшим. Ушли с ним в трактир. Через некоторое время в подвал приходит Василиса, жена хозяина хостела, а она к Ваське Пеплу ходила. Мужики ей говорят, что нет Васьки, ушел он. А я не его ищу, я за порядком смотрю. Почему Неметина? Всех повыгоняю. Жители на нее внимания особо и не обращают. Покричит и уйдет. Новичок Лука спрашивает. Она всегда такая сука? Да, с таким-то мужем. Пришла к любовнику, а его нет, потому и злая. Да еще и сказали ей, что Васька ее бросить хочет ради сестры Натальи. Тогда все понятно. Василиса свою злость, вызванную ревностью, вымещала на сестре Натальи, била ее. По вечерам мужики в карты резались, а старик Лука, как настоящий психолог, помогал умирающей Анне, жене Клеща слесаря. Среди играющих в карты был полицейский Медведев, 50 лет, дядя Василисы и Натальи. Сказал Ваське Пеплу, что когда-нибудь поймает его на воровстве. Хорошо, тогда я расскажу, кто мне наводки дает и краденое скупает. Костылев. Появляется Василиса, подходит к Ваське. Он ей. Не хочу больше быть с тобой. Да и не нравилась ты мне никогда, хоть и красивая. Души в тебе нет. Не любишь больше? Ладно, так тому и быть. Но я ведь когда с тобой была, ожидала, что ты меня от мужа освободишь. Сама решай свои проблемы. Давай поможем друг другу. Я тебе помогу жениться на Наталье и еще 100 рублей дам. А я тебе? А ты меня от мужа избавь. Классно придумала. Мужа в гроб, любовника на каторгу, а сама на свободе. Подумай, Вася. Уедешь с Натальей куда-нибудь. Я ее бить не буду. Ты уже дважды в тюрьме сидел из-за жадности мужа. Соглашайся. Появляется Костылев. Васька за шиворот выгнал его из подвала. Как смеешь? Я тут хозяин. Иди нахер, хозяин. Лег Васька на печь. А там Лука лежал. Весь разговор слышал. Он посоветовал держаться от Василисы подальше. Мол, знает он такой тип баб. Мужа она и так со свету сведет, а ты в беде можешь оказаться. Анна, с которой Лука общался, ночью умерла. Отмаялась.
Дальнейшие события, третий акт, происходит на пустыре возле дома, в котором находится подвал-ночлежка. На пустыре сидят все те же жители хостела. Девушка Настя рассказывает о большой и чистой любви, о которой в книжках вычитала. Все смеются. Только Наталья ее понимает, да Лука, который каждого поддерживает в разговоре. Наталья спросила Луку, почему он такой добрый. Рассказал Лука историю о том, как он однажды зимой сторожем был. Видит, двое в окно лезут. Он им «стой», а они с топором на него. Тогда Лука взял ружье. Пацаны сразу извиняться стали, мол, голодные, есть хотим. Заставил он их выпороть друг друга, а потом на зиму оставил у себя. Хорошие, говорит, мужики были. Весной ушли. Это он рассказал Наталье к тому, что добрым всегда нужно быть. Очень жаловался на жизнь, в отличие от других жителей хостела, Клещ. Говорил, что готов работать, а работы нет. На что Васька Пепел отвечал, что если хочешь сильно работать, то найдешь работу, а его нытье уже достало. Решился Васька сказать Наталье, чтобы ехала с ним куда угодно, хоть в Сибирь. Он бросит воровать, будет работать, потому что нужно жить так, чтобы самому себя можно было уважать. Я с самого детства вор. Все всегда говорили: вор Васька, воров сын Васька. Я назло всем стал вором, потому что по-другому меня никто не называл. Ты меня, Наташа, называй по-другому. Да как-то не верится. Зря ты, Вася, разговор этот сегодня завел. Если бы любила, одно дело, а так нравишься, не больше. Полюбишь, не бойся, ты только соглашайся. Ага, меня полюбил, сестру мою. Сестре твоей только деньги нужны. Я-то думал, она другая, а ей только деньги и развлечения. И Лука тоже на Наташу давит. Иди за него, девонька, он парень хороший. Ты только напоминай ему об этом. Идти тебе все равно некуда. Да это понятно, что некуда. Значит так, Вася, если хотя бы один раз ударишь или обидишь, или сама удавлюсь, или пусть рука моя отсохнет, если ударю. А Василиса все эти разговоры подслушивала. Не бойся, Наталья, он тебя бить не станет. Он ни бить, ни любить не может. Появляется Костылев и отправляет Наталью стол накрывать. Вася говорит Наталье, чтобы не ходила никуда, не выполняла поручений. А она ему: ты не командуй, рано еще. Лука сказал Костылеву, что скоро собирается покинуть его ночлежку. Мол, дальше пойдет странствовать. Бродяжничать, поправил его Костылев. В общем так, старик, сегодня же и вали. Бубнов, очередной житель ночлежки, рассказал Луке, как докатился до такой жизни. Была у него своя мастерская. Жена связалась с другим мужиком. Он жену побьет, любовник его побьет. В общем, решил он их оставить от греха подальше, потому что готов был завалить жену. Вот только мастерская была на нее записана. Но я все равно бы ее пропил, запой у меня был. Да и ленивый я, а работать не люблю. Еще один постоялец, Сатин, рассказал Луке, что сидел в тюрьме за убийство одного мужика. Из-за бабы, из-за сестры. И тут стало слышно, как в доме Костылевых Наталью бьют. На помощь Наталье прибежали жители ночлежки. Кто-то побежал за Васькой. Когда он появился, то кинулся драться. Ударил Костылева, тот и помер. Все, как хотела Василиса. Вот только Наталья это по-своему восприняла. Стала кричать, что это они вдвоем, Вася и Василиса, все подстроили. Им нужно было избавиться от Костылева. Вася в шоке. Действие четвертого акта снова происходит в подвале. Жители обсуждают события дня убийства Костылева.
Вспомнили Луку, который вовремя свалил, его не было при драке. Сатин сказал, что во всем виноват старик, он мозги всем промыл, а сам свалил. Кто-то назвал старика шарлатаном, за него Сатин заступился. Да, он врал, но из жалости к вам. Есть ложь утешительная, примиряющая. Такая нужна, чтобы легче жилось. Давайте выпьем за его здоровье. Сатин рассказал, что однажды спросил Луку, для чего живут люди. На что ему старик ответил, что люди для лучшего живут. Даже если им самим не будет счастья, то для кого-то они могут дать счастье. Своими делами, своими мыслями. Потому-то всякого человека уважать надо. Неизвестно ведь нам, кто он такой, зачем родился и что сделать может. Сатин спросил Настю о Наталье. Как она? Да, давно уже вышла из больницы и пропала где-то. Василиса выкрутится, а Ваську на каторгу пошлют. Не, за убийство в драке только тюрьма, говорит Сатин. Чуть позже Сатин ударился в философию о роли человека в обществе. Существует только человек, все же остальное – дело его рук и его мозга. Человек – это великолепно, это звучит гордо, надо уважать человека. Я всегда презирал тех, кто слишком заботится о том, чтобы быть сытыми. Не в этом дело. Человек выше сытости. В общем, вот такая хрень от выпившего мужика. Дальше пацаны сидят, бухают, песни поют, о жизни разговаривают. И тут узнают, что один из них актер, бывший актер Шулер, друг Сатина, удавился. На что Сатин произносит последнюю фразу в пьесе. Эх, испортил песню, дурак.